Приветствую вас на своем канале Керменбай. Это уже третья часть видеоролика, как разобрать панель приборов, как здесь сделать световую подсветку, почему не горит. Мы разобрались в прошлых видеороликах. А в этом видеоролике я вам хочу рассказать один секрет, почему может не работать. Так, датчик у нас на топливо и датчик на воду. Да. Ну и, возможно, светодиоды. В принципе, это будет как эксперимент. А с чего начать? Нужно нам достать часы. Видите, двумя руками она просто вытягивается. Все на контактиках, на этих вот штырах все держится. Все просто, все понятно. Дальше у нас только сложновато будет откручиваться. Сейчас я подложу фонарик, чтобы оно не вертелось. Сложновато будет вот открутить нам спидометр на 4 болтах. А эти все, так, к примеру, датчики на воду и на топливо тоже двумя пальчиками чик. О, пыльку заодно почищу. Вот наш датчик. 2 датчика. И что самое интересное, мы сейчас сделаем небольшой эксперимент. Почему может не работать вот эти датчики? Почему? Сейчас мы сделаем один эксперимент. Вот смотрите. Может не работать наши датчики из-за того, что отходят контакты от нашем стабилизаторе. По-моему, это стабилизатор называется. Я напоминаю, я не специалист. Я такой, как вы. Просто прошел эту уже дорогу до вас. Вот вынимаю, к примеру, данный наш датчик. Если видно, он просто вот выходит. Ух ты! Вот он какой. Вот за него может быть беда. Короче, вот смотрите, у него ножки. Могут ножки у него с годами, со временем, с вибрацией загореть. Вот как у меня. Их нужно всего лишь пропаять. Пропаять их нужно быстро. Их нельзя долго паять. Залудил, пропаял и назад засунул. Смотрите, что мы сейчас проэкспериментируем. К примеру, топливо в моем баке есть. Машина, конечно, холодная, что плохо. Так, что там у нас не попало, не зашло. Нужно внимательно смотреть, чтобы все зашло. Опа, щелчок. И все. Так, часы мы выняли. И ставим нашу приборку на место. И посмотрим, что будет без нашего этого стабилизатора. Как будет работать. Ну, залазь ты. Одной рукой, бляха, неудобно. И снимать, и делать. Все стараемся для вас, а вы даже лайка поставить не можете. Жадины. Говядины. Так ставлю или так? Так или не так? Сейчас посмотрим, фишку по-другому не воткнешь. Значит, вот так. Перевернем. И до характерного щелчка. Все у нас на месте. Рискую своей оборудкой, чтобы показать вам. Ух ты. Ух ты. Ух ты, нух ты. Сильно затаскивать не буду. Хотелось бы, конечно. Ну да ладно. Вот так вот, я думаю, будет видно. Чуть что, подсвечу фонариками. Вот наши стрелки лежат. При включенном зажигании стрелка стрелка топлива должна пойти вверх. Смотрим, что будет происходить. Вот я включил. А стрелка топлива у нас вот лежит на месте. А у нас, ну, где-то под 35 стрелка должна подниматься. Ничего абсолютно не происходит. Горит только одна лампочка. Смотрите, что дальше будет. Сейчас я зафиксирую камеру. Вот я штукенцию эту
вставляю. И что будет? Если получится, конечно, аккуратно вставить. Опа! Загорелись наши светодиоды. И пошла наша стрелка подниматься. Ребята, запомните, вот самое главное. Демон, который может завестись в вашей панели приборки. Вот эта штука. Здесь могут контакты перегореть. Ладно, все, вы, короче, убедились, да? Вот смотрите, я ее сейчас выниму. Этот стабилизатор. Опа. Все, пошла наша стрелка падать вниз. Все отработало. Короче, включаем зажигание, достаем. И, кстати, я же тоже в прошлых видосах снимал, как, вот видите, снять приборную панель, не снимая руля. Легко и просто. Если у вас, конечно, руль такой, как у меня. Я других, в принципе, рулей в Passat B3 не видел. Короче, смотрите. Вот за чего, вот за этой маленькой игрушки, которая стоит прямо здесь, в этом гнезде, может не работать датчик на топливо, датчик на температуру. Здесь светодиоды, которые отвечают у нас, не помню за что, этот, по-моему, или за аккумулятор, зарядку, или что. Ну, потом посмотрите. Вот, но может еще быть не только за это, вот здесь опаивать контакты, напоминаю, что нужно. Но и здесь может быть еще быть разломаны контакты. Еще могут быть проблема, но это очень редко. Вот здесь, когда фишку втыкаешь, только с обратной стороны, разбирается все просто. Откручиваешь здесь 4 болта, все это вынимаешь, достаешь плату и с той стороны опаиваешь. Вот такие вот типа контакты будут. Опаять, освежить просто пайку, потому что бывает вроде бы контакт хороший, а начинаешь подлизанно смотреть, ага, а он-то под трещинами весь. И когда при вибрации начинает искрить, естественно, мы этого не видим. И начинает загорать, и плохой контакт, и может что-то тоже не работать. Эти самые главные два нюанса. Но если это последний нюанс, это который, я думаю, не может быть, хотя всякие есть электрики, всякого в свои руки. Кто влезет в проводку, то тоже, естественно, может быть, ну, уже касаться, это уже может быть проводки. Вот, но не самой приборки. Но самое главное, вот. Назад ее ставим, она очень легко вставляется без проблем. Все мы проверим. Заодно, как горит приборная панель, проверим. Вот, обычно она начинает, когда начинает тухнуть это все дело, то бывает одного достаточно удара с кулака, и оно начинает опять все гореть. Ну и заодно еще про один нюанс, который бывает, ну, очень-очень редко. Я вам сейчас разберу. Разбираем, короче, вот нашу эту приборку. Аккуратненько разбираем. Все очень нежное, чтобы стрелочки не поломать, к примеру. Откручиваем наши шурупчики. Сейчас я вам покажу, что еще может быть. Все очень легко разбирается. Но нужно аккуратно. Видите, лишний раз рукой дернул, у меня уже все почти чуть не вывалилось. Смотрите. Это так, это у нас топливо, на топливо. У меня не показала стрелка на топливо. Видите, они все такие черные. Сейчас попробую подсветить чем-нибудь. Вот такие они черные. И тут включил фонарик. Вот. Черные, если будет видно на камеру, не знаю. Типа подгорелые. И их можно прозвонить. Прозванивать их для чего нужно? Потому что они где-то вот здесь посерединке вот идет спираль наматанная. Они могут перегореть. Как звонить? Ставим на короткую на тестере. И вот каждую вот на 2 мы положили. Если зазвенело, значит все хорошо. Если не звенит, значит хана вашему датчику. Или оторвался, может, какой волосок, как, к примеру, у нас было в этой лампочке.
И также на этот датчик на температуру. Если не показывает, вы все датчики поменяли, к примеру, все равно не показывает. Попробуйте залезть сюда. Тоже прозвоните, вот 2 контакта, которые идут уже на температуру. Вот они, видно, что выходит, 2 волоска, и идет спираль. Может просто-напросто спираль перегореть. И еще что может быть? Блин, как вам тут показать? Вот один случай у меня был. Беда здесь с датчиком быть на температуру. Она тоже может... тоже было раз, когда заклинил датчик. Не заклинил, а коротнул. Температура пошла вверх и выскочила с этого пазика. И потом резко стрелочка падает. А она-то упала, датчик-то вверху, а стрелочка просто лежит. Тоже ей просто нужно поставить сюда в паз. И все. Тоже вот такие вот мелкие, но важные детали. Так, ну что, сейчас соберу по-быстрому назад все и буду ставить. Покажу вам, как горит подсветка, так как лампочка вот эта не горела. Ну, я в прошлом видео это показывал, ну и в этом тоже покажу. Несложно. Вот все стрелочки собрал. Аккуратненько все уходит и выходит, все опускается. Там специальные пазики. По-другому их, конечно, можно засадить, но лучше сделать так, как надо. И назад ставим на эти все штекера. И легким нажатием оно все заходит. И также наши часики тоже вот на эти штекера, столбики, и легко все заходит. Все, часики я собрал и вставилось. Вот, короче, вставилось. Включаем зажигание. Все лампочки горят. Стрелочка на топливо пошла вверх. Значит, датчик наш установлен правильно. Так, свет горит, подсветка. Все отлично. Молодец наша Светка. В принципе, и опять же на этом можно уже заканчивать. Все наши 3 серии закончились, но это не означает, что канал я буду закрывать. Буду продолжать дальше снимать такие видеоролики про Passat B3. Если кому, конечно же, интересно, обязательно подписывайтесь на наш канал. Буду очень рад, не только я, но и те, которые работают над моим каналом, люди. Всем всего хорошего и пока-пока.